Заходи в хроники по щелчку. Мгм. Ты в хрониках. Да, я тут все на месте. Все хорошо. Ну, Кстати, вот того гоблина я не вижу, там просто книги стоят. Там нету этого ресепшена. так потому что ты сейчас в нашей вселенной, в наших хрониках. Да, наверное. Давай пригласим хранителя наших хроник Акаши. Он предстает перед тобой. Угу. Да, так, сейчас свет посмотрим. Но он у меня как-то из груди, вот так. Как будто у него такая какая-то, ну, можно сказать, рука из груди, и тут у него шар света. А посмотри, он автономен в своем свете. Ну да, это его свет, но просто интересно, он прям его достал как-то так. Вот, ну это вот он. Ну вот за доспехами я тут вижу такого старичка в таких вот белых штуках, в белой одежде. Мудрец получается, да, дедушка? Да, да, да. Ладно, поблагодари его, и пусть он примет свой изначальный вид. Мгм. Да. Ну, сейчас я сам сейчас быстро все посмотрю. Этот рычажок этот поворачиваю. Зашел. Опять стол поменялся. Ты можешь связаться со своим наставником напрямую сейчас? Давай сейчас попробуем наставника пригласить. Ну, давай попробуем. Итак, по щелчку сейчас появляется твой наставник в комнате. Ну, какой-то вообще он очень по-темному выглядит. Как это он большой. И вот такой прям. Ну, он прям весь черный и худой. Прикоснись к нему, посмотри его. Свет он излучает. У него какой-то светящийся хрустальный шар. Какого цвета? Золото. Тут не то что свет, тут хрустальный шар светящийся. Золотая энергия получается. Да. А тут только этот хрустальный шар остался. То есть, Только, может только быть шар он, остался. да, может быть он сам по себе этот шар, и он просто, ему хочется выглядеть вот так. Вот. А спроси у этого шара, который сейчас... Ты мой есть наставник, и это твой истинный облик? Ну, если я приму свои истины, то у тебя мозг это не воспримет. Вот такой самый подходящий, самый близкий к истине, который То будет... есть, короче, он тебе сейчас скажет чистую энергию просто, да? Да, но он сейчас мне там на секундочке показывает, там вообще там не, ну это сложно объяснить, там по математически можно объяснить как какое-нибудь там гиперболическое фрактальное пространство, вот, там, но это его истинный облик, вот он говорит, чтобы мозги не нагружать твои, Все, вот, я понял. Ну так. ладно, тогда пускай он примет тот облик, в котором он появился у тебя. Мгм. Вернулся? Да, вернулся. А спроси у него вопрос, ему задай, зачем этот призрак находится в комнате? Он взял тут бумажку, ручку, сейчас мне что-то рисует. Он нарисовал треугольник и этот, как это, ой, геометрия. Равносторонний треугольник и пересечение биссектрисы с трех сторон. То есть вот он треугольник у нас, и три Ага. биссектрисы пересекаются. Эм,
Вот. И вот это эссенция того, почему он здесь. Сейчас я пытаюсь выяснить, почему. Зачем, почему это так? Почему, зачем вот так это рисовать? Он говорит, если ты хочешь идти по ну как-то возвышающемуся растущему пути, то мне лучше не говорить. Я вот тебе могу вот эту подсказку дать. Такой треугольник. Поблагодари его, скажи, что нормально, не надо ему давать информацию, которую ты не должен знать. Угу. Он еще говорит, что вот он услышал, что ты сейчас по хронику хочешь походить, и он говорит, могу книги показать, которые тебе понравятся. Погуляем с ним? Давай так и сделаем. Пускай он тебя проведет, пускай он тебе покажет книги. Да, ну все, мы тогда из диагностики выходим. Да. Ох, сейчас прогуляюсь. Меня тут ведет. Тут прям вообще очень много книг. Я вижу тут хроники прям очень, тут много этажей, тут полки всякие. О, вот мы пришли куда-то. Такая книга, она очень похожа на... У меня есть словарь по математическому анализу, и оно очень похоже на эту книгу. Я пытаюсь прочитать, но тут прям стерто. Основы универсальной логики. Том 1. Это книга 1869 года написана. Тут какие-то картинки, они двигаются даже. И тут написано, что универсальная логика это была создана с целью создания таких предложений, которые будут иметь смысл при любом раскладе. Это типа вот, знания, которые будут, то есть всегда верны. То есть вечная мудрость. А в человеческом языке, в математическом языке это можно сказать как универсальная логика. И мне он на плечо руку ставит, говорит, это было уже изобретено, но ты тоже это изобретешь снова, напомнишь людям это знание. Вот, он говорит, ну все, в принципе, вот идем дальше. Все, идем. Он говорит, тут, 5 книг я тебе хочу показать. Тут на каком-то эльфийском написано или французском. Я не могу это прочитать, у нас таких букв нет. Ну ладно, этот перевод, может, попробуем попросить. Как-то... Тут или... Как это называется? Вот как... Ты смотрел Питера Пэна? Мультик Есть такое. такой есть. Ну там, в общем... вот, фея. Вот, в общем, тут какая-то... Или магия фей, или же классическая метафизика. Вот как-то, может быть, метафизика фей. Вот. Магия фей и что-то с метафизикой. Вот. И тут показывают, как феи, они очень, очень скрупулезно создали очень
такую строгую систему, которая позволяет описать многие метафизические вещи, и если ты в это углубишься, то сможешь это описать математическим языком, и тогда ты объединишь метафизику и нынешнюю физику. Вот. Все тут, в принципе, готово. Там эта книга такая зеленая и с золотыми такими рамочками. Ладно, идем дальше. Тут он куда-то меня далеко отправил. Ну, я просто направил на огроменный учебник обычной физики. Говорит, что чтобы убедить скептиков, тебе все-таки придется поизучать физику. Вот. СССРовские книжки тебе понравятся. То, что они объясняют так, как тебе нравится. Вот просто старый большой учебник физики. Какого вот такой. года? Год написан там? 64-й. Записал? Да. Так, что у нас тут еще? Контакты с инопланетянами. Тут энциклопедия инопланетных рас. Это просто на досуге почитаешь, интересно. Хорошо, и 5-я книга. Что-то тут про соединение. Соединение 3 областей моей жизни. Твоя книга судьбы? Да. Не совсем. Тут такая как обучалка, как соединить разные области жизни. И, ну, эта книга вот как бы не конкретно про меня, но она очень-очень мне подходит. И как соединить 3 области жизни и что потом делать после того, как ты их соединил. Вот. Зайди сюда во сне, почитай. Это скорее моему подсознанию говорят. Да, ну, тут зайди, почитай, и это вот просто прям радуюсь уже за тебя, когда ты это почитаешь. Вот. То есть, ну, тут скорее вот как музыка, физика и вот это вот всякое с гипнозом и так далее. Вот эти вот 3 вещи. 3 вещи вместе. Бомба будет. Все. Вот, я тебе показал все, что хотел. Он меня тут обнял, говорит, ну я пошел тогда. Спроси у него, мы правильно понимаем, что он нас ждал сегодня? Ну не я конкретно, но вот мысли, которые у тебя сегодня были, они всегда тебя привели. У меня вот сегодня мысль тоже была про музыку и про объединение. Вот, и он говорит, вот как раз вот так вот все сошлось. Но это не он ждал, это вот у меня как-то меня подсознание или наше коллективное бессознательное этого человечества меня направило. Может быть, с нами, которые мне снились сегодня, но я не помню, что мне снилось. Вот. Все, Всё. поблагодари его. Угу. Так, ну, я, в принципе, вот как раз сейчас и походил по Акаше, пока мы тут с книгами. Ну ты вот, видать, Илья, видишь, ты хотел по Акаше проходить, ты, видать, и у тебя вот это подсознательное тебя тянуло туда, тебе вот надо было найти то, что сейчас ты нашел. Угу. Я так понимаю, но это правильно, слушай, это хороший шаг в развитии. Видишь, немножко тебе уже начинают давать знания, открывать, чтобы ты как бы, да? Угу, да.